Добрый день, как поживаете? I'm Natalie. It's a pleasure to see you on my channel Natalie Practical Russian. This video presents 6 Russian words for advanced level. These are the words that Russian people use in conversation. So if you're interested, keep watching. In the second part of this video, I'll give you a few examples with these words. And there is a link with my free material. Do you want to visit Russia one day? You can find all the phrases you will need to travel to Russia in my free book. The link is in the description section, and that's completely for free. Now, let's get started. Сегодня у меня для вас короткая история. Недавно я встречалась с подругой, мы договорились встретиться в центре города. Мы гуляли в летнем саду. Летний сад – это очень известный парк в Санкт-Петербурге, в центре города. Все было отлично, но в тот день я должна была работать вечером. Я должна была быть дома в 7 часов вечера. Я начинала работать в 7 часов вечера. И в какой-то момент я поняла, что я зря не следила за временем. Я поняла, что я зря не смотрела на часы. Это была моя ошибка, это было зря. Я поняла, что, похоже, я уже опаздываю. Мне показалось, что у меня недостаточно времени. Я была не уверена, но я не хотела опаздывать на работу. Да? И в тот момент было похоже, что я могу опоздать. Я могла опоздать и могла не опоздать. Но было похоже, что я уже опаздываю. А я не люблю опаздывать. Для меня важно быть вовремя, потому что это моя работа. Последние несколько лет я всегда вовремя, я не опаздываю на работу. Но в тот день было похоже, что я все-таки плохо рассчитала время, и мне нужно было срочно ехать домой, иначе я могла опоздать. Я попрощалась с подругой и уехала. Я очень торопилась, я шла очень быстро, иначе я могла бы опоздать. Я поехала на маршрутке, иначе я могла бы долго ждать автобус и тоже опоздать. Я очень торопилась, я нервничала. Я не люблю опаздывать, ведь, во-первых, это плохо, во-вторых, я начинаю нервничать. И я думаю, опаздывать это не культурно, ведь другой человек ждет вас и тратит свое время. Пусть лучше я буду раньше на 10 минут, но я буду на месте. Пусть лучше я буду ждать, но я не буду нервничать. Да? У меня будет время посмотреть по сторонам, посмотреть на голубое небо, например. Пусть лучше я буду ждать, чем другой человек будет ждать меня. И, между прочим, в тот день я не опоздала, я была ровно в 7, но история была ужасная, и эта история научила меня рассчитывать время с запасом не 15 минут, а 30 минут. Запас 30 минут для меня лучше. И, между прочим, эта история была моя первая история за 2-3 года. Я всегда вовремя, я обычно не опаздываю на работу. Все. And now 6 Russian advanced words. Номер 1. Зря. Зря значит делать что-то бесполезно, делать что-то впустую. Он зря тратит здесь время. Вы зря приехали. Он зря не сказал мне об этом. Номер 2. Похоже. Похоже значит, кажется, я предполагаю, я думаю, по обстоятельствам. Похоже. Похоже, будет дождь. Похоже, нет билетов. Похоже, все места заняты. Номер 3. Иначе. Иначе значит делать
по-другому или говорить другими словами, иначе у меня не получится. Здесь все выглядит иначе. Все будет хорошо, иначе и быть не может. Номер 4. Ведь. Мы говорим, когда хотим акцентировать внимание, как фактически. Ведь это так просто. А она ведь очень умная. Ведь мы же друзья. Номер 5. Пусть. Пусть значит, давай предположим, или давай разрешим. Пусть будет, пусть будет, пусть говорят. Это пусть и трудно, но интересно. Если она хочет ехать, пусть едет. Номер 6. Между прочим. Между прочим, мы говорим, когда мы хотим добавить что-то обратное. Да? Например, между прочим, завтра у нас будут гости. У нас были другие планы, но между прочим, у нас завтра будут гости. Между прочим, мне понравилось. Если тебе не понравилось, но между прочим, мне понравилось. I'll give you other 6 Russian words in my next video. Which of these 6 words was new to you? Leave a comment and come up your own example with these words. It helps you to improve your Russian. And also my free material helps you to improve your Russian. Click on the link below to download my free book. That's it for today. I wish you a good day. Прекрасного настроения. Увидимся в следующий раз. До свидания.